дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и как ты помнишь, в прошлой серии мы наказали человека, который стоял специально в местах, где его чаще всего сбивают, и кидал жалобы на форум. Мы его просто взяли и немножко наказали. Но в этот раз мы решили шагнуть немного дальше. Эта серия является таким вот небольшим переходом от первой серии к третьей, потому что на третьей серии мы все выполним правильно, все будет грамотно, не как здесь. Это была попытка, которая закончилась тем, что мы снова в тюрьме. И посмотри, пожалуйста, пока мы едем. А мешок почему я не могу использовать? Влад, присаживайся в ту тачку. Угу. Не-не-не, Андрюш, ко мне. Сейчас ты смотришь по РП все полностью, как нужно правильно грабить. Как? А у меня едет тачка. А ты, наверное, на пассажирском сидишь? Нет, старый. А почему не пересаживается? Ты гуглишь, как грабить, все по РП, смотришь видео. Ну просто говорю, типа все это надел Вместо... надел на человека напротив стяжки. Всё. Повел человека за собой. Лучше посмотри видео, а то окажешься в Азкабане. Ты что делаешь? Че жалобу напишу? Я беда. Твоя мать. Это уже вторая жалоба, я так понимаю, да? Хочу акцентировать ваше внимание именно на этот момент, потому что здесь я прошу Андрея разобраться, как правильно похищать человека в условиях ролеплей проекта, соответственно. Он решает этого не делать, ну а я что, мне вообще похуй было абсолютно. Но это сыграло огромную роль во всем этом дерьмице, которое случилось с нами за вот эту серию. Все, что было в нашей подготовке, это мы просто купили какой-то необходимый инвентарь, соответственно, после чего Андрей и я ливнули с нашей фракции. Мы не знали, я вам серьезно говорю, мы не знали, что нужно быть именно во фракции какой-то, чтобы похищать людей. И это была ошибка. Это была очень сильная ошибка. Ой, блять. Ну это в амунацию или куда? Да. Ай, бля, я яйца себе придавил. Направо, Влад, направо. Такси-то, говорит, дрифтит рядом с тобой, такой ел. Охуеть. Мы с ребятами решили хоть минимально, но подготовиться. Мы купили оружие, арендовали 2 машины, купили бронежилеты, купили бутылки коктейля Молотова для того, чтобы когда нашего клиента мы похитим и доставим на гору Челиад, мы могли бы устроить классное огненное шоу, потому что это было бы красивым финалом для ролика, подумал я тогда. Но финал будет немного другим. Мы стояли и очень долго стояли, мониторили форум, где он вообще ездит, какие видео загружает, какие жалобы кидает. То есть, мы пытались вычислить, где он ездит. Проблема была в том, что похитить его на машине достаточно сложно, наверное, было бы заставить его остановиться, и мы бы сами пострадали и оказались бы на форуме. Поэтому мы просто стояли, ждали его на его любимом же месте, на котором он откинул, наверное, половину всех своих клиентов. Итог какой? Ну, сейчас ты его увидишь на экране. Масочку надень. Ну, броник тоже можно, потому что ты же главарь вашей банды с Владом. А он куда, вниз или наверх поехал? Он уехал наверх. Мне кажется, он поехал туда. Ну, в сторону центра города. У меня игра вылетела. Охуеть, он припарковался тут удобно. Ну что, Андрей, это наш шанс, он вернулся. Где? А он стоит там сейчас. А, вижу. Ром, а я не знаю, стяжки же мы не проверили. Ну вот сейчас проверим. А кто говорит? Я боюсь, Ром, я боюсь, закончить Ром, уже. Внимание, стоишь, не двигаешься, руки за голову. Пробуй, Андрей, связать. Пробуй. Нет, не могу. Сейчас взял и сел в машину. А, забыл запись. Я запустил запись. Он пишет, я бедный. Ух. Сидишь, едешь, молча, абсолютно. Будешь издавать какие-то звуки, нам придется тебя пристрелить. Андрей, метку на Челиад, пожалуйста. Это далеко, Ром. Без разницы. Дал. А Влада как, не будем? За Владом съездишь ты.
Будет такси, все. А вы забрали его? А ты Да, с ним я забрал будешь его. сидеть? Так, и чё, ты на Кручелят едешь, да, сейчас? Да-да-да. Да-да-да. Высаживаешься, Молодец. высаживаешься, Влад, на аренде транспортных средств. Берешь мотик. А ты там будешь? Или Андрей меня Он со заберет? мной. Не-не-нет. Ты высаживаешься на аренде транспортных средств. После чего берешь, арендуешь, тачки заходишь в свою тачку, да, на штрафстоянке. Деньги же есть у тебя? Да, должны быть. 350 баксов. И да, будет. Рома, если он сейчас что-то мы сделали не так, он сейчас жалобу зальет и нас откинут. Ну и чё? Типа ПРП, вообще, типа, любую действие объясняете, Ну, вроде стараемся. объясняйте, короче. Мы даже едем аккурат. Он задал вопрос, куда едем. Отвечай ему. Поговорить едем. Что ты так волнуешься? Мы просто едем А покататься, чё, ты, поболтать. типа, не хочешь попалить ему в голос или что? Тебя плохо слышно. Нет, все нормально, слышно. Это не по-моему, ПРП, нет? Так Рома. говорить. А, кстати, да, это не ПРП. Пиши что тогда. Фу-фу-фу. Не, ничего не говори, Ром, ничего не говори. Я не буду ничего говорить. И тебя плохо слышно, уже можно откинуть его, по идее. Хотя не знаю. Нет, По идее, надо да. повторить вообще, типа, для ясности. А, ну можно, да, наверное, нам, да. На всякий случай, ну, типа, вдруг там помехи Да, на возможно. линии, типа того. Так Мы что сейчас один-два едем с раза тобой надо просто повторить. поговорить. Абсолютно. Не волнуйся, не переживай, все будет нормально. Господи, как это классно! Скажи ему, что есть человек, который хочет с тобой поговорить. Он заплатил нам, чтобы мы его доставили на место. У меня пистолета с собой не будет тогда. Заедь, купи, не переживай. Куда меня Слушай, а может дорога быть ведет? ПРП как-нибудь... Хотя ладно. Так, подождите, а почему аренда транспортных средств это долбанный спаун? Да, это спаун. Там можно арендовать транспортное средство. Где? Там человек стоит. Правее от спауна самого. От спауна? Майкл или кто? Нет, еще один человек, ну типа арендодатель. А где он стоит, не знаете? Знаем, блядь, где-то возле Майкла, ёптать. Справа там, правее. А, место арендодателя все нашел. Слушай, а может быть потребуем с него... Хотя нет. Кстати, вообще, по идее, знаешь, как мы можем вызвать полицию, сказать, то, что у нас заложник, и вообще РП разыграть жестко. Так, подожди, сначала мы делаем Рома, все Рома, мы еще не доехали. Я знаю. в исправительных работах. Выходишь Для из начала, а потом машины, уже РП. руки за голову, стоим и ждем. Кого ждем? Выходишь из машины, руки за голову, стоим и ждем. Сейчас подъедет человек, который заказал нам тебя похитить. Он будет разговаривать с тобой лично. Нужно некоторое количество времени, не переживай. Пройди вот сюда встань. Ебать, у него внешний вид, это я вахую вообще просто. Андрюш, выйди просто, ствол на нем держи. Че, не покупать пушку, если что? Не-не-нет, ты просто скомандуешь нам, когда его нужно будет убить. Ты поговоришь с ним, выяснишь какие-нибудь интересные особенности. ПРП разыграй то, что он там как бы это стоит не в положенном Вдруг месте или этот- еще что-нибудь. А вдруг полиция, кто-то приезжать мимо будет и увидеть нас? Ну и Чё мы все, скажем? какая Ты проблема? думаешь, там на горе Челиад прям туса какая-то? Вот именно, это во-первых, а во-вторых, если даже... У тебя вылетело? Блин, Сёром нам ГГ. Крайм без фракции. Ты тоже тут же, да? Все, я его застрелил, короче, я его застрелил. Что случилось? Ребят, Все, я его откинул. Ну, нас админа откинули, все. Но меня еще нет, но сейчас откинут. а почему? Крайм без фракции написано. Крайм без фракции. Знаешь, насколько я Пипец. сел? Ну сколько? 1800 секунд Это сколько часов? происходить. вообще на 3600. 3600! А я его убил, потому что я его убил. Ну ладно. Ну это Ну, было у меня весело. випка. Ну у меня випка, у меня С випкой ты быстрее закончишь, да. Но это У меня было в 10 весело. раз медленнее, в 10 раз медленнее. А, нет, не в 10 раз. Вот так вот все и получилось. Получается, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Мы ебаты, которые не все уточнили, а он веселится дальше на сервере.
Итоги должны быть какие-то, должны быть итоги после двух серий, да? Они будут. Во-первых, мы разосрались с Андреем просто в щи, потому что разосрались, и все, я не буду поднимать эту тему более. Он сказал, что больше не будет догонять его, как-то наказывать, что-то с ним делать. Как бы, ну, нам с Владом не проблема. Третья серия будет, но пока неизвестно когда, потому что есть некоторые нюансы в реал-лайфе, которые нужно, ну, сначала их решить, перед тем, как заниматься чем-то, какой-то благотворительностью в РП. Мы встречали одного человека, который сказал нам, что это бесполезно. Сколько бы мы за ним не охотились, он ПКД будет заходить на сервер и просто откидывать всех, кто ему не угоден. И ничего мы с этим сделать не можем. Но мы можем сделать одно большое «но». И это «но» звучит как уйти на другой сервер, чем мы и займемся. На Даунтауне мы отыграли немного, но у меня там есть какой-то бюджет. Как только выйдет третья серия, я разыграю весь свой бюджет, кому-то его отдам, или мы просто снимем ролик, где подойдем на спаун, который всегда набит новыми игроками. Мы зальем им на счета, это небольшие деньги, мы говорим про 100-150 тысяч долларов. И лично я ухожу на другой проект, если вообще в принципе собираюсь играть в РП, потому что как минимум стиль не мой. Поэтому всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное вам спасибо. По ссылке в описании группа ВК, телеграм-канал и дискорд сервер. Всем удачи, ребята. Не будьте плохими людьми и всем пока-пока. I feel like I'm losing my mind.